попросила бы организаторов сделать это возможным, кстати. Иван, приветствую вас еще раз. Благодарю за смелость и проявленность. Кто-то еще хочет использовать такую возможность? Окей. Тогда все мое внимание будет на Иване. Те, кто без камер, могут делать то же самое. И если в ваших рисунках будет совпадение с Иваном, это может быть для вас также подсказкой и может быть интересным моментом для размышления. Иван, готовы? Ага. Иван, а можете звук включить? Или организаторы могут ли включить звук Ивана? Да, я просто забыл Все. нажать. То есть Нормально. мне ручка и листочек, да, и все, да? Ручка, листочек, больше ничего не надо. Как вообще себя сейчас чувствуете? Да, отлично. Да. Хорошо. С чем заходите на игру? С каким вопросом? Так, да, я написал, не знаю, вот определить наблюдаемое, то есть определять наблюдаемое легко как игру, вот, но это, наверное, не есть запрос, да, или, может быть, как-то конкретнее надо? Определять наблюдаемое как игру, чтобы что? Или, может быть, конкретнее, да, погрузиться в запрос, да, то есть применительно вот к той сфере, да, то есть, которая я... Как вам комфортно, Иван? Вообще представьте, что мы здесь с вами вдвоем. Да, это коуч-сессия, да? Абсолютно. Все, что Ну, приходит в голову, да. полностью То есть я, выгружайте. допустим, получается, я занимаюсь трейдингом, да, то есть, он связан с неопределенностью, с риском, наверное. И знаете, да, что это такое примерно? Да, Вот, примерно. да, то есть я вот сейчас чувствую некий затык, да, в плане того, что как мне убрать вот этот вот, может быть, момент, что я иногда пропускаю те сделки, да, которые в целом мне могли бы, да, приносить мне прибыль. Соответственно, вот как это сделать так, чтобы это было, без, легче, чтобы не было тревожности, может, какой-то еще. И тогда бы это дало бы, так сказать, возможность, то есть двигаться дальше. Угу. А что запускает тревожность, Иван? Наверное, неопределенность, потому что в рынке всегда есть неопределенность, да, то есть я не могу его, управлять им, да, то есть рынок – это стихия, то есть это как дождем же не можем управлять. Поправьте меня, если ошибаюсь, Иван. Вот вижу, Мгм. что вы не Господь Бог. Да, Да, управлять я только учусь. рынком трейдинга, наверное, не можете. Нет. И что тогда будем делать с этим? Я, как в рынке мы можем только риском своим управлять, и все. Только риск. Угу. Как сейчас у вас с этим управлением риском? Да, он, в принципе, как бы, я понимаю его, да, то есть это, потеря, то есть вот этой суммы, да, то есть, которую я в риск вставляю, она не делает меня там бедным, несчастным, да, то есть там не свалит меня в депрессию, там, но тем не менее что-то все равно останавливает, да, то есть некая, так сказать, есть момент, который не позволяет все-таки нажать кнопку, да, то есть трейдинг это про то, что две кнопки, да, сделают, то есть принесут тебе либо прибыль, либо убыток, и вот между этими двумя кнопками, да, то есть разделяет психология. Да, у каждого, то есть, кто-то, я просто знаю, да, если бы это было у всех, это одно. Я знаю, что люди, по-другому это делают. Но вот я хочу просто понять, как для себя это по-другому сделать, так, чтобы мне было комфортно. Правильно тогда слышу, что запрос о том, как комфортно продолжать себя чувствовать в режиме неопределенности. Да. Вот помните, как у вас было вот недавно, свобода – это способность выдерживать неопределенность. Вот как Да. эту свободу расширить? Окей.
как расширить свободу и как Мгм. чувствовать себя комфортно в неопределенности. Окей. Тогда предлагаю прям вот сделать коротенькую такую практику. Положите руку на лоб, Любую? Левую. любую, да. Мгм. Закройте глаза и скажите: я признаю все свои мысли и даю им место быть. Я признаю все свои мысли и даю им место быть. Угу. Теперь положите эту же руку на сердце Мгм. и скажите: я признаю все свои чувства и даю им место быть. И закрытыми глазами. Закрытыми Мгм. глазами. Я признаю все свои чувства и даю им место быть. И на живот Мгм. положите руку и точно так же с закрытыми глазами скажите: я признаю все свои ощущения и даю им место быть. Я признаю все ощущения и даю им место быть. Угу. Как сейчас себя чувствуете, Иван? Что меняется? М, да, в целом-то. Ну, сложно сказать именно конкретно к этому, да, то есть именно сейчас, да, то есть, ну, не конкретных ситуаций, да. Нет, конкретно только к самому себе и своему состоянию. Ну, как будто бы я не разрешаю, да, можно в какой-то момент, конечно. В какой-то Угу. момент я себе не разрешаю, да, Угу. все же. Тогда берите бумажку, Мгм. ручку и нарисуйте, пожалуйста, круг любого размера. Так. М. Подобие получилось. Из меня художник, конечно. Это вообще не важно. Да. Мгм. За границами круга подпишите «Мое королевство». Мгм. Мгм. И если нужно, закройте глаза, если не нужно, не закрывайте. Кружочками внутри этого круга напишите, нарисуйте кружочками тех, кого вы считаете членами своего королевства. Мгм. И внутри этих кружочков можно или первую букву имени, или, в общем, какой-то опознавательный знак, чтобы понимать, кто где. То есть это люди, да, которые, ну, это люди, которые близки там или которые я считаю близкими, да? Которых вы считаете членами своего королевства. Мгм. М. То есть те, которые я хотел бы, они сюда не входят, только те, что есть уже, да, сейчас. То есть, ну, нельзя в будущем. Как вы чувствуете, Иван, так и правильно, только вы знаете. Мгм. Да, ну да. Так, ну. М. Ну, все, наверное, я не знаю. Угу. А Какая-то теперь нормально. смотрите, сверху вниз и слева направо, как пиццу на 4 части. Можно заезжать на кружочки, нарисуйте вот две пересекающиеся, как сверху вниз, слева направо. По кружочкам, если они находятся Мгм. на линии пересечения. Мгм. Теперь просто для того, чтобы мне было понятней, подпишите их как часы. Вот сверху 12, 3, 6 и 9. М. М. Так, ну 6, наверное, да, и 3. Получается, да, вот все. Как часы, чтобы получилось. Мгм. Теперь подпишите за границами круга с 12 до 3 королева, Мгм. с 3 до 6 принцесса,
С 6 до 9 принц. С 9 до 12 король. А теперь покажите мне, пожалуйста, если вдруг я увижу, а если я не увижу, то попрошу вас, чтобы вы мне рассказали, как вы нарисовали. Мгм. Так, ну, получается, ну ладно. Ну, наверное, вряд ли вы увидите, да? Там, не знаю. Ну, так получилось. Ну, у меня мало получилось. Так, Здесь. да, не увижу. Тогда рассказывайте Мгм. мне, пожалуйста, кто нарисовано. Я себе сейчас быстренько скопирую. Так. Так, ну, получается, 12 это Саша. Ну, как бы Сейчас. называть, да, имена? Или как? Вот давайте с 12 до Или 3 в этом роль? секторе кто нарисован? Здесь получилось, ну, моя подруга и моя мама. Угу. М, Дальше с 3 до 6. Друг. Угу. Ну, два друга, да. Вот. Угу. С 6 до 9. Из 6. Так, 6-9 я получился. Угу. А, Угу. С 9 до 12. Да, никого нет. Угу. Окей. 4, 15. А, как вам самому, когда смотрите на эту картинку? Ну, пустовато несколько. Угу. Вечеринка такая узкая получилась. М, Рассказываю тогда максимально бережно, максимально вот в общем, как идет, слова буду выбирать тщательно. Смотрите, значит, вы в секторе принца. Это про детскую позицию. мгм. Это прямой ответ на ваш вопрос. И это как раз о том, что я рассказывала про вот кейс девушки, у которой был запрос на финансы. Вот когда человек находится в детской позиции, Мгм. это не очень про деньги. Это может быть там, про творчество, про еще что-то, но вы не на своем месте. И в тот момент, когда вы не на своем месте, система вокруг вас немного тоже находится в дисбалансе. Главные люди вашего королевства сейчас – это мама и девушка. Мгм. Мама в секторе королевы про не до конца пройденную сепарацию. Про то, что она главная фигура. И когда вот мама или какие-то другие родственники находятся в этих верхних секторах, это про то, что это ее королевство. И это ее, условно, жизнь. И это про то, что вы как часть маминой жизни. Девушка в секторе королевы, с одной стороны, это хорошо, но это было бы, потому что она прям нормальная, полноценная женщина, все в порядке. Но между вами не очень партнерские отношения, потому что она находится выше, вы находитесь ниже. И Мгм. всегда, когда есть такой дисбаланс, партнеры это чувствуют. Это не очень про гармонию, это не очень про партнерство, это не очень про взрослые, про отношения двух взрослых равных людей. Иван, насколько откликается, не очень Не, ли я... да, не, просто да, вот эта девушка конкретно, она друг. То есть, ну, это друг. То есть она не девушка. Ну, в плане не моя Окей, девушка. вот в любом случае это главный и значимый друг в вашей Мгм. жизни. Это тот, как бы, об кого вы сверяетесь. Человек, который находится выше вас. Мгм. Если посмотреть на двух друзей, которые находятся с 3 до 6, что они вам дают? М. Ну, это друзья детства, то есть это такая некая просто, ну, Я не дают про в материальное, плане... именно вот на Не, уровне я дружбы. тоже, да я понял, да, что это не вряд ли.
Мгм. То есть про материально, да, то есть на уровне чувств, ну, это такое доверие и какое-то общение, да, то есть, ну, которое необходимо. М, Мгм. Ну, дружба, Доверие, общение. Что да, еще? дружба, да, дружба, да, партнер, ну, что-то вот такое про это. Мгм. Да. Смотрите, вот когда мы рисуем других взрослых людей, друзей, Мгм. это про незакрытые дефициты. Это про то, что у вас есть недостаток в доверии к самому себе. Это про то, что нету полноценного общения, условно, в паре Иван плюс Иван. Про то, что там нет близости, про то, что нету дружбы. И это совершенно логично вытекает из того, в какой позиции вы себя нарисовали. Мгм. Потому что, находясь в этой позиции, эти, ну, я не хочу сказать костыли, это те опоры внешние, которые необходимы. И друзья их закрывают. Плюс то, что они находятся в секторе принцессы, вот это тоже про... Потому что любую роль, любую фигуру мы смотрим на двух планах. Мгм. На внешней истории, как это отыгрывается с физическим человеком внешним, и как это отыгрывается в вашем внутреннем театре, как это отыгрывается внутри вас. Вот если мы смотрим внешний план, то это такие... Ну вот мне не очень нравится в данном контексте слово детские отношения, но пусть они такими здесь будут. И это про то, что в чем-то вы считаете, вы должны о них заботиться как о детях, что есть какой-то элемент за них ответственности, переживания. Ну вот как если бы вы что-то им Мгм. были должны. Это если во внешнем плане. И во внутреннем плане посмотреть, что у вас происходит в паре Иван плюс Иван. Насколько пока откликается, Иван? Ну, может быть, я просто сложно сейчас все это переварить. Да, да, Эм, да, прекрасно понимаю. И в пустой сектор короля. мгм. Как я уже сказала, про то, что вы не на своем месте в своей собственной жизни. А, Если мы говорим про внешнюю историю, про внутреннюю историю, это вот дисбаланс или условно нехватка, вот, в общем, что-то такое по Мгм. части мужской проявленности. А, как если бы было понимание, что такое мягкость, что такое женственность, что такое условно женские энергии, но не было понимания, как другого полюса. Мгм. И не было, и тогда нету понимания, а как оно целостно может выстроиться в одном человеке. Потому что с точки зрения внутренних историй, вот это все ваши субличности, части можно Мгм. назвать как угодно. И кроме девушки, которая оказалась, даже не девушкой, а оказалась другом, вот они Мгм. все не на своих местах. И, соответственно, получается, что тогда, возвращаясь к вашему запросу о том, как чувствовать себя комфортно в режиме неопределенности, как условно действовать свободно, встать на свое место. Короткий ответ. Начать жить условно из короля. Из короля и из баланса. Посмотреть в историю сепарации с мамой. Я ни в коем случае не имею в виду, что маму надо сдать в дом престарелых, прекратить с ней общаться. Не об этом. А о том, что у нее может быть свое королевство рядом с вами, можно ходить друг к другу в гости и общаться,
Но когда она так, это про непройденную сепарацию. И реально прямо вот про очень мощную зависимость. Вот такая история получилась, Иван. Как оно вам все? Как себя сейчас чувствуете? Что обо всем этом думаете? Да, нет, чувствую нормально, отлично, все отлично. Ну, тут да, тут такое, может где-то да, есть правда, но все равно. Просто тут вопрос, да, про то, что такое жить королем, быть королем королевства. Абсолютно. Это про то, когда вы начинаете строить свою жизнь, основываясь на себе, на своей внутренней опоре и на своих желаниях. Из взрослого состояния, когда вот вы тотально в моменте, когда вы четко понимаете, что вы вообще здесь главный в этой истории. Вот о чем. Потому что король это ну, как бы маркетинговое название. В принципе, это мужская энергия. И весь круг – это как вся структура вашей личности, которая в тот момент, как только она придет в баланс, оно все выстроится сразу на внешнем плане. То есть это про вопрос, кто я, да? Это, безусловно, про вопрос, кто я и как мне занять свое место в своей собственной жизни. Это тот фундамент, от которого потом можно будет отталкиваться в решении любых вопросов. Потому что когда у вас есть вы, ну все, уже все, sky is the limit, ограничений никаких нет, цель вижу, не вижу преград. Ну, согласен, да. Ну, как раз над этим работаю, да. Не все строится за один день, да. Ну, безусловно. А сколько конечно. даете себе времени на постройку, если не один день? Ну, год, примерно так. А что будет маркером через год, Смотрите, что мне все? как бы надо Ну, при желании, если хотите, я могу сюда установить ответ на планку. вопрос, да, кто я. И О, да, дополнительно. Ну, для этого нужно как получается... бы уголки. Не надо, мы тут, может, что поставим. Да, ответ на вопрос, кто я, ну и все равно, Или то есть, для ну, я жесткости как Нет, сейчас для начинающий жесткости коуч, мне тоже буду крепеж тебя к вот стене и прорабатывать в зафиксирую. этом Один и направлении, то есть, второй ну, пенал взаимодействие с людьми, через них тоже ходить не будет. вот, себе что-то тоже Здесь это чисто, Что как бы забираете для так. себя? Может быть, как интересного, может быть, как нового, может быть, как Вот мне вот неожиданного, здесь сзади по как коммуникации полезного. не очень понятно. Вот Для второй себя забираю, слив ну, это для чего? что самое главное, да, это Вот. стать королем Дверь. своего королевства, вот, и не отдавать власть никому, кроме себя. Ну, смотрите, Вот. вас заранее предупреждаю, Да, посудомойка, выйти она имеет из два такой детской размера позиции 45. в позицию взрослую, скажем. Ивана, мне кажется, вы как-то грустнеете, поправьте меня. Да не знаю, может быть. Не, ну как грустнее? Тут скорее про то, как это сделать, да, то есть, понятно, что хочется это быстро сделать, но такого прям рецепта, наверное, нету, да, что вот сделай так 2 раза в день и все будет. Вот, да, тут скорее про инструмент. Не, ну в любом случае я уже к этому двигаюсь, так что это неизбежно. И в контексте сроков, смотрите, сроки, это же все только в наших головах. И сейчас как бы в режиме реального времени вы увидели некоторые свои стратегии и, может быть, увидели какие-то зоны роста. И в тот момент, когда вы начинаете это видеть, это перестает вами управлять. И тогда это про осознанность и про принятие решения в каждую конкретную минуту, секунду вашей жизни. И это про то, как вы будете выбирать дальше, думать, действовать, проявляться. И тогда может оказаться, что и 10 минут будет достаточно.
Согласен, согласен. Да. Ну, как говорится, в пути главное делать первый шаг, правильно же? Ну, это уже начало. Тогда поздравляю вас с этим шагом. Спасибо. Спасибо большое, Иван. Спасибо большое за смелость. Да. Благодарю вас за разговор, за то, что дали шанс поучаствовать. Вот. Спасибо. Ваш Спасибо подписчик, большое. да, смотрю ваши коуч-сессии демо. Вот, учусь. Спасибо. Так что, да, благодарю вас. Спасибо, очень приятно. Спасибо, Иван. Друзья, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, или мы можем прощаться? Окей. Тогда, наверное, мы будем прощаться. Если какие-то вопросы появятся после игры, пожалуйста, пишите мне личные сообщения в комментариях. В общем, не потеряемся. Благодарю, что провели этот час со мной. Надеюсь, что взяли для себя много полезного. Всего вам самого доброго и до скорейших встреч. До свидания.